Привет, армия. Что на самом деле произошло после того, как Чингук публично раскрыл свою семейную тайну? Почему Тонг внезапно исчез после этого? Нажмите «Нравится» и оставьте комментарий прямо сейчас. Эти истории откроют вам глаза на то, что на самом деле произошло за кулисами. Почему Тин внезапно отменил все расписания без предупреждения? Что заставило Чингука плакать, когда камеры остановились? И, что еще важнее, в чем именно заключается семейная тайна, которую HYB так старательно скрывают? Да. Такой степени, что даже самые близкие сотрудники молчат. Готовы ли мы столкнуться с правдой, о которой говорят только шепотом в закрытых комнатах? Если вы армия, которая следит за каждым их шагом, то вы, вероятно, уже поняли, что за тонкой улыбкой Чингука и молчанием Тина скрывается что-то очень большое, но никто не мог предсказать, насколько большой будет волна. Когда Чингук в неожиданный момент раскрыл секрет, который даже сами HYB не хотели раскрывать годами. Все началось с закрытого интервью, которое никогда не планировалось обнародовать. Сессия, которая изначально казалась легким документальным контентом о личной жизни участников BTS, внезапно превратилась во взрыв эмоций и шокирующих откровений. Чингук, который, как известно, очень скрытен в отношении своей семьи, внезапно остановил сессию интервью. Посмотрел в камеру и спросил одну фразу, которая заставила всех в комнате напрячься. «Если я расскажу вам это сейчас, все изменится, вся съемочная». Группа замолчала, даже оператор, казалось, крепче сжал свой штатив. Не было никакого сценария для этой фразы, не было никакого направления. Но Чингук не стал ждать разрешения. Все это время мне говорили молчать, говорили улыбаться, мне говорили скрывать то, что на самом деле произошло в моем доме. Тихо сказал он, его голос не дрожал, но в нем явно слышался подавленный гнев. Я сделал все это для этой группы, для имиджа, для HYB. В этот момент даже режиссер выключил прожектор, но запись продолжалась. Удивительным было не только признание того, что его семья была вовлечена в крупный конфликт, который был скрыт от общественности, но, как он прямо упомянул, что был внутренний документ HYB, в котором предлагалось стерилизовать семейный кризис Чингука от всех коммуникаций со СМИ. Даже с другими участниками. Помнишь, как Тонг держался подальше от меня 3 месяцев в 2022 году? Спросил Чингук, глядя прямо перед собой. Это потому, что он думал, что я что-то скрываю, но на самом деле я был вынужден это скрыть. То, что последовало за этим признанием, было не просто молчанием. Как сообщается, Тонг, который находился в студии по соседству, встал и разбил свои наушники. Он не дал никаких комментариев в СМИ, но один из сотрудников сказал, что Тайонг чуть не сделал то, что он не мог исправить. Внутренний источник сообщил, что Тайонг подал заявление о временном отказе от всех мероприятий BTS на целый месяц. Он чувствовал себя преданным не потому, что Чингук что-то скрывал, а потому, что HYB не доверяли ему. Узнать правду раньше, он даже сказал на собрании руководства, если он, мой родной брат, может быть принесен в жертву ради имиджа, тогда в чем разница между нами и коммерческими куклами? Сообщается, что эти слова вызвали слезы на глазах одного из руководителей HYB, но история на этом не закончилась. Через несколько дней после инцидента общественность увидела, как Тайонг удалил все свои самые яркие моменты в Instagram, связанные с Верой и семьей. Он также загрузил 115-секундную историю, которая позже была удалена, показывая свой силуэт на крыше здания HYB с подписью «Возможно, мне нужно немного времени». Реакция армии взорвалась. Многие предположили, что это был признак того, что Тайонг находился в состоянии сильного стресса или даже депрессии. Но что сделало это еще более шокирующим, так это просочившаяся голосовая почта из внутренней системы безопасности, показывающая, что Тайонг заперся в репетиционной комнате более 17 часов, выходил только выпить и возвращался, ни с кем не поговорив. В таком состоянии HYB наконец позвонили одному из независимых психологов, которые обычно занимаются их старшими артистами. И вот тут-то и случился поворотный момент. На личной встрече психолога, Чингука и Тонга, без камер, менеджеров, сопровождающих. Тонг, как сообщается, обнял Чингука сразу после прослушивания оригинальной записи интервью. Он ничего не говорил в течение нескольких минут, только плакал, но когда он наконец заговорил, его слова тронули всех в комнате. «Я не злюсь из-за того, что ты ударил его, я злюсь, потому что я не хотел этого достаточно, чтобы ты поверил мне с самого начала». Присутствовавший психолог сказал, что это был самый сложный момент в эмоциональных отношениях между участниками, который он когда-либо видел за свою 15-летнюю карьеру. На следующий день Тин удивил всех, удалив все свои аккаунты в социальных сетях. Некоторые фанаты подумали, что его аккаунты были взломаны, но на самом деле это был личный поступок.
В прямом эфире через ограниченную трансляцию Тонг сказал: «Я хочу начать все сначала, но с правдой, больше не с компилированным изображением». Между тем, Чингук больше не появлялся на публике, пока не была написана эта новость. Он предпочел промолчать и отключил все уведомления, но близкий источник сообщил, что Чингук готовит полное письменное заявление вместе с копиями документов, подтверждающих участие HYB в манипулировании информацией о его семье, будет ли оно обнародовано. Один из продюсеров сказал: если он действительно опубликует все документы, тогда будут должностные лица, которые потеряют свои должности, теперь это касается не только Чингука, это касается целостности индустриальной системы. Еще более удивительно, теперь Тонг может поддержать Чингука. Некоторые сотрудники заявили, что они снова встретились лично, и вирусное фото прошлой недели, на котором изображены силуэты двух мужчин на берегу реки Хан, как полагают, принадлежат им. Теперь вопрос в следующем: является ли это началом революции в HYB? Действительно ли Чингук и Тонг откроют ящик Пандоры, запечатанный контрактами и секретными соглашениями? Одно можно сказать наверняка: то, что произошло за кулисами сегодня, гораздо серьезнее, чем когда-либо представляли себе фанаты. Это не просто личное дело, это конфликт между правдой и контролем, между человеческими отношениями и промышленной мощью, потому что никто по-настоящему не готов взглянуть правде в глаза. Взрыв, вызванный признанием Чингука и эмоциональной реакцией Тонга, начал проникать в самые глубокие слои корейской индустрии развлечений. И когда молчание становится частью стратегии, общественность начинает чувствовать запах гнили, который был аккуратно спрятан за роскошью и идеальным образом. Больше нет границы между личным и профессиональным. HYB, агентство, которое когда-то считалось непоколебимой крепостью, внезапно выглядит хрупким, уязвимым и раздираемым изнутри. И хотя все глаза были прикованы к шокирующему признанию Чингука, никто не ожидал, что оно так глубоко потрясет Тэхёна. Это было почти в момент уязвимости, пойманной во тьме внутренней системой, что Тэхён сделал решительный шаг, который мог бы изменить курс BTS навсегда. Не потому, что он был зол на Чингука, а потому, что он чувствовал себя преданным системой, которой доверял. Теперь, когда над HYB нависла напряженная тишина, а фанаты по всему миру объединяются, чтобы потребовать правды, ясно одно: это уже не просто одно признание, это начало революции, которая сдерживалась слишком долго. Теперь вопрос уже не в том, что скрывается, а в том, кто достаточно смел, чтобы наконец раскрыть это. Вы готовы к следующей главе, которая может разрушить самую прочную стену в корейских развлечениях? Потому что это не конец. Это только начало.